при финансовой поддержке сказочного королевства короля Фрогольда II, ингаляторов «Иду бухать», торговой марки «Бочонок масла», спортивного центра имени Кевина Ран и караоке-бара «Кабан». Предыдущие 2 года для сообщества ГК Продакшн оказались особенно интересными, ведь именно тогда оно узрело серию фанатских фильмов «5 ночей с Фроги. Киноэпос» и «5 ночей с Фроги. Новый эпос». Необычны они были тем, что являлись пародиями, сюжет которых выходил за рамки известного, дополняя его чем-то новым, где-то серьезным, местами дерзким и трэшовым, но в любом случае свежим. Хоть эти две части происходили в разных вселенных, идея была общей – сделать что-то неординарное, что могло бы стать классикой в этих кругах и вспоминаться с теплотой даже спустя годы. Второй фильм должен был завершить серию киноэпосов, но зрители, видя успех, просили продолжения. Что ж, вы его получили, а у меня как раз осталась пара нерассказанных историй. Здравствуйте, меня зовут Томас Редька, мне 24 года, и я недавно купил квартиру. Правда, не подрасчитал расходы. Надо срочно найти работу. О, газета. Требуется охрана. Сына, пошли кушать. Мама, я фильм снимаю. А уроки сделал, режиссер? Мама, ночью сделаю. Так, что там дальше? Алло. Тапком по лбу не дало. Я к вам на работу хочу устроиться. Ну приезжайте тогда. Ох уж эти вандалы. Добрый день. Чай, кофе, может быть, эклеры. Кстати, у нас есть сегодня замечательная возможность. Вы можете погрызть кирпичи, что остались после нашей недавней стройки. Здравствуйте, я к вам на работу хочу устроиться охранником. Такой не гость. Ну, пройдемте тогда, что. Это королевский дворец, это королевский сад, это королевский огород, это королевский бассейн, это королевская лесопилка, а это баня. Вы здесь будете работать. Так, ну, в принципе, вот и все. Ваш рабочий день с 12 ночи до 6 утра. В принципе, можете уже вот в таком виде выдвигаться сегодня на смену. А мне пора куда-нибудь. Вон, на экскурсию. Все, до свидания. Ну вот, убежал. Пойду тогда погуляю перед работой. Это что за чучело? О, так-то лучше. Реклама лягушки? Посмотрим.
Если вашему ребенку надоели обычные игрушки, купите ему лягушку. Криповый дизайн лягушки обеспечит вам и вашему ребенку ночные кошмары, подарив море незабываемых эмоций на всю жизнь. Если нажать на его пузо, то он начнет петь. А если он вам надоел, то просто дайте ему снеги. Прага Toys Ltd. Все лучшее детям. Кто там шляется? Где сигнализация? Да не ори ты! Говоря о последних новостях, в сказочном королевстве еще одного сожрали. Сколько их там вообще уже было за последнюю неделю? 15 или 20? Подыхают пачками, уже считать не успеваем. Так, думаю, перейдем к какой-то более интересной новости. Например, ингаляторы добухать наконец-то вышли на мировой рынок, а подробнее об этом расскажет наш многоуважаемый корреспондент. Красивую мы, конечно, квартиру купили. Просторная, светлая, все рядом. Жаль только, что нам требуется работа, чтобы мы могли жить дальше. Жанна, ты же знаешь, что я пробую устроиться. Пока никто никуда не требуется. Это да. Ах, кстати, мне сегодня газету приносили со свежими вакансиями. Может быть, ты что-то присмотришь? Давай. Кстати, вот сразу вакансия охранника. А ведь это мысль. Как я про него забыть-то мог? Алло, Егор. Привет, Томас. Слушай, тебе эта охрана в супермаркет нужна? Что-то ты поздновато спохватился. Да я забыл, блинский про тебя вообще напрочь. Да, в принципе. Могу тебя взять на работу. Отлично, а что по зарплате? Приезжай, на месте обсудим. Давай, сейчас я чай попью и подъеду. Все, давай, встретимся. Вопрос работы практически исчерпан. Давай. И вакансия на первой же странице. Ой. Алло, здравствуйте. Я по поводу вакансии охранником. Хотел бы трудоустроиться. Все хорошо, сейчас подъеду. Поехал устраиваться. Дежавю. Неужели все спланировано? Тогда будем действовать наверняка. Головой
Смена окончена. Ну а что, у меня же жена садоводством увлекается. Вот мне друг в прошлом году как-то раз и говорит: купи такое-то, такое-то удобрение. Хорошее, всей семьей пользуемся, вот урожай будет здоровый, не пожалеешь. И что ты думаешь? Купили, посадили, удобрили. Засохло все, подчистую. Вот как ты думаешь, друг он мне после этого? Ну вот и я так думаю. Вот. А денег на новую рассаду нет. Вот устроился сюда, чтобы хоть какая-то копеечка в кармане была. А тут узнаю, что вы мне все грохнуть собираетесь. Поэтому не обессудь, но это ради моего же блага. Ладно, рад был пообщаться. Хороший ты парень, Снейки. Удачи тебе. Ну а я пойду. Пока. Знаешь, в каком-то роде это даже как-то получше, чем наш изначальный план. Не, но с другой стороны, всяко лучше, чем просто стереть механизмы. Здравствуйте, принимайте работу. Здравствуйте, здравствуйте. Ну да, вижу. Держите вашу зарплату. Ну все, пока. Обалдеть. А меня зовут Анатолий Бульдозер, и я сделаю про эту игру. И что это нахрен такое? Рашид? Так это же идея. Упрощаем сиквел. 5 ночей с Фроги 2. Альтернативное издание. Скоро. Прошел год. Не понял, а где стол? А, точно. О, так-то лучше. Это единственный выход. По идее, часть души была заключена в эту книгу, и еще есть возможность его пробудить. Вот и оно. Ты разочаровал меня. Я всю жизнь отдал на создание магической книги. В твоих руках была невиданная власть. А что сделал ты? Ты 30 лет сидел в своей каморке, прятав обиду на короля и заглушая все водкой. Ты ничтожество. Я разочарован в том, что у меня такой сын. Прости меня, пап. Опозорился сам. Опозорил меня. Еще и сдох, как собака. Я все исправлю. Доведи дело до конца. Убей эту семейку. Докажи, что можешь хоть что-то сделать сам.
Такая фигня, конечно. Ну, зато не жарко. Так. Осипов, ты что ли? Да, привет. Привет. Слушай, тут такое дело. Что случилось? Философ, походу, живой. В смысле живой? Ты у меня, что ли, спрашиваешь? Еду вчера с работы, вижу, какая-то фигура плетется по обочине прям с кладбища. Чернющая, такая грязнющая. Мгм. Я еще так в шутку подумал, он не он. Походу, правда, он. Глаза нету, одежда вся та же самая. Я, конечно, могу ошибаться, но имей в виду, пожалуйста. Хорошо. Все-таки ты же знаешь, какая это тварь живучая. Да в том-то и дело, что знаю. Да. Ладно, давай. Давай, пока. Вот так доброе утро. Рад видеть вас снова, Доминик. К сожалению, с момента наших последних набегов прошло достаточно много времени. Кто-то бросил вандализм и переосмыслился, начал новую жизнь, а кого-то просто забрали в тюрьму. Но я остался преданным вам. Напомни, а у тебя вообще какая причина мстить? Да знаете, дело-то серьезное. Он мне на ногу однажды наступил. Ой, у меня еще нормальная мотивация. Алло. Алло, Макс, привет. Нужна твоя помощь. Привет. А что случилось? Дело в том, что философ воскрес. Странная, конечно, просьба, да. Просто ты в прошлом году его прибил, и можешь повторить? Дядь, ну ты меня прям пугаешь. Да, я это сделал в прошлом году, но потому что у меня выбора другого не было. Либо он меня убьет, либо я его. Я, конечно, большое спасибо, что весь этот случай-то замял в прошлом году, да. Получилось избежать ответственности, но меня до сих пор совесть за содеянное мучит, понимаешь? Не прошло бы и дня, когда я бы все равно не пожалел об этом, несмотря на то, что я бы сам помереть мог. Я тут на телевидении пробился, как-то успеха достигаю, друзей завожу, а ты мне повторить предлагаешь. В общем, нет. Да, я все понимаю. Ну, удачи там тебе, что ли? Да, тебе тоже. Ладно, тут съемки начинаются, не могу говорить. Да, давай, пока. Да. Ну ладно, есть у меня еще один номер. Выдвигаюсь. А у тебя хоть какой-то вообще план есть? Честно говоря, нет. Я думал, что вы мне поможете. А я так-то все это время под землей разлагался. Я видел, там практически вся семья королевская уехала в аэропорт. Король, видимо, как-то узнал, что мы задумали, и поскорее свинтил. Надо что-то делать. В любом случае, есть еще дворец. Ага, хрен вам. То есть, вы предлагаете просто пойти и взорвать дворец? А вот это уже твоя проблема. Если они уже прочуяли подставу, то мы проиграли заранее. Так будет шанс хоть как-то отомстить. Плюсом, игрушек я починить уже не успею, новых создать тоже. А вот устройства у меня все еще остались. А как насчет него? Не-не-не, даже не проси. Это был чистый эксперимент по пьяни. Так, все, хватит с меня. Да что ж ты будешь с этой дверью делать? Попробую открыть. Здравствуйте.
Вот, собственно, как и просили, нашел компромат на преступников, подробнейший такой. В принципе, можете его совместить с вашей аудиозаписью и передать полиции. Наказание будет обеспечено. Быстро действуешь, спасибо. Дальше я сам. В принципе, можешь идти, только давай через запасной выход. Спасибо за сотрудничество. До свидания. Погоди, а мы раньше с тобой не могли нигде пересекаться? Нет, вы ко мне за помощью первый раз обратились. Ну точно. Это же другая вселенная. Все запомнил. Идем и кладем в разных частях здания. Что, не попал, что ли? У меня другая есть. Ладно, у меня еще тут калькулятор завалялся. Че, живой, что ли, до сих пор? Так, что тут еще? О, чайник. Опять, что ли, не попал? О, тюнер. Да ты надоел! Да ну, наконец-то! Алло, полиция. Здесь покушение на убийство и несчастный случай. Твою мать! Ну куда ж ты побежал? Хватайте его, ребята. Фрогель предъявил полиции собранный компромат вместе с аудиозаписью зловещего плана. Преступники оказались за решеткой. Философ был окончательно убит, отправившись в ад, и снова этот случай удалось замять, так как тот успел за все это время надоесть абсолютно всем. Книга по черной магии была благополучно утилизирована, поэтому больше никто не сможет продолжить это мрачное дело. Алло, ну как добрались? Ну все, тогда сейчас я к вам тоже еду. Хорошо отдохнули, погрелись, позагорали. Угу. Ну, такое ощущение, что мы что-то забыли. Ну круг вот он, что там, чемоданы разгружаются, документы у тебя, дети в столовой, разве что. Леонид! А мне и здесь хорошо. Безлимитка-то у меня осталась. Философ восстает из мертвых, чтобы поработить мир. Я вас убью. Все в шоке. Об этом узнают Макс и Котти, которые идут в Караганду, туда не зная куда, искать то, не зная что, чтобы получить суперсилы. Тем временем Лоренци случайно грохнул Рогальда II одним чихом, и он пытается сбежать из Чехии к своим 10-юродным родственникам, чтобы убежать от ответственности. Он пересекается с Максом и Котти, и они втроем идут в Караганду. А дальше кровь, экшен, схлопывание вселенной, где перед смертью философ говорит: Куда микроволновку? Кирдык.
Доброе утро, дорогие телезрители! С вами, как и всегда, ведущий программы Котти, а также Макс. Доброе утро всем проснувшимся. Наше сегодняшнее блюдо будет состоять из знакомого многим полуфабриката, но в слегка новом прочтении. Итак, как вы уже могли догадаться, сегодня мы готовим пельмени. Для данного рецепта нам понадобится упаковка пельменей, вода, куриный кубик, смесь перцев, немного зелени, сметана и майонез. Ну а пока мы будем показывать процесс приготовления, для бодрости и заряда энергии на весь день не помешает какая-нибудь музыка. Именно так, Котти. А поэтому сегодня в нашей студии выступает особенный гость, исполнитель МС Томас. Сейчас ему только подключат оборудование, и можно будет начинать. Кто в теме со мной, те знают порой. Даже Фроголь время от времени бывает добрый. Конверт этот мой, вандалы толпой завидуют, что у меня теперь есть 500 евро. 500 евро, 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 500 евро. Вандалов прогонял, я тут сидел и скучал, я тут и вдруг получил я внезапно заработу свою. Я не думал никогда, что удастся мне дождаться ее. Я не думаю, что было я когда-то счастливее, чем сегодня. И кстати, вандалы усрались, узнав, что я теперь богатый. Завидуют мрази, хотя знаю, что такое им не светит. Ведь и могут разрушать, могут творить, все взрывать. А я просто Томас, просто Рамирес. И я не жирный кабан, но вот я очень грустным стал. Зарплату всю я просрал, ведь в ближайшем ТЦ Прага увидел целую бочку масла. Стоила на 500 евро, хотел я ее безмерно, но я знаю, пройдет месяц, я снова получу 500 евро. 500 евро, 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 500 евро. Ну вот и подошел конец этой истории, которую, честно говоря, уже давно пора было завершить. Те, кто хотел получить продолжение предыдущих фильмов, те его и получили. То, что осталось за кадром, теперь рассказано. И в этом абзаце я был искренен. Итак, ребята, всем привет, с вами Фэнтези. В связи с выходом новой «5 ночей с Фроги 2» альтернативное издание, я решил снова взять у этих ребят интервью. Ребята, привет! Год прошел, уже сколько не виделись, елки-палки. Как быстро время-то летит. Ну ладно, сейчас не об этом. Пожалуй, перейдем сразу к основной сути, к сегодняшнему интервью. Ну а чтобы задать ему правильный настрой, я задам вам самый конченый вопрос из всех, что я создал. И вне зависимости от того, что вы там ответите, я буду вас им подкалывать все оставшееся время. Итак, вы готовы? Нет. Да мне пофигу. Да мы знаем. Итак, внимание, вопрос. Кто из вас сосал? Пошло оно все нафиг, я ухожу отсюда. Ща. Вот он.